Всем привет, меня зовут Эдуард Кичигин, и я расскажу немножко про один сейчас мой рабочий инструмент для скетчинга. Они очень классные. Это линеры, вот, Винзор и Ньютон. Такие крутые, ну, такие простые. И сходу, что ими можно делать и почему я про это все рассказываю. И чуть-чуть моего скетчбука покажу. Это один из проектов, которые довольно давно уже делал, но не так давно его актуализировал. И прорабатывал это все ландшафтные архитектурные проекты, и это мой рабочий скетчбук. Это все супер практичная история, и если вам нужно научиться в таком стиле, то есть смысл смотреть мои видосы и, может быть, пройти мои обучающие материалы, ссылка внизу в описании к видео. Вот такие штуки я делаю при разработке проекта, при обдумывании проекта, при генерировании идей. И это все простая такая рабочая ситуация. Если вы тоже хотите себе такую же простую рабочую ситуацию, то welcome в описании к видео. Там, в общем, все про это есть. Материал и информация, да. Ну, в общем, ближе к теме нашего видео. Чем вот они так хороши и чем, собственно, они отличаются от любых других? Когда я впервые их попробовал, это было интересно, потому что я увидел форм-фактор, который они делают, и мне он очень импонирует. Вот это вот перо, сейчас поближе, смотрите, у него характерный такой скос, и вот такой прям, он как будто бы хорошо заточенный карандаш, и я особо не видел аналогов этому. Я, как практикующий ландшафтный архитектор, я люблю вещи, которые ведут меня эстетически к очень тонкому, очень точному впечатлению, к точной тонкой импрессии. И вот этот вот линер, он в этом отношении окей. Ну, есть, например, линеры Стабила. Это немного такая вычурная история. Она как будто бы механистичная. А вот здесь как будто бы более эстетичная. То есть я беру два, и если нет разницы, то я возьму вот этот. Он ближе мне, по моему пониманию эстетики. А вот этот, просто как будто бы результат, дизайн, результат оптимизирования каких-то процессов. Ну, то есть в моей картине мира, как я делаю вот эту вот всю историю, мне нужна эстетика. Я беру какие-то вещи, они меня окружают, я их использую. Мне нужно, чтобы они были красивые. Чтобы не только я генерил там своим мозгом в скетчбуке, там в проектах, в рисунках красоту в окружающем мире, а чтобы и инструмент, он поддерживал меня. И перо в этом плане прекрасно, потому что перо всегда красиво. Это такой инструмент. Вот я хочу, чтобы вот эти вот штуки, результат оптимизации, они тоже были симпатичные. Ну, Винзоры, в общем, справились. Ну, это важно. Второй момент. У них есть интересный штрих. Если вот эти вот линеры, например, это Стабила, тоже молодцы, мне нравится. У них другие плюсы, я про них рассказывал в прошлом видео, смотрите, если интересно. Вот. У него любопытный характер линии. И для меня точка отсчета нормы, это, например, вот перо. Линия пера превосходна, если мы берем классическое русское перо звездочка, то, что я преподаю, то, что всем советую использовать, с чего начинать учиться. У него есть характерные особенности линии пера, линии движения пера. И дело в том, что я привык к этому. Привык, это для меня уровень нормы. И поработав с пером, я теперь требую от тех инструментов, которые я использую, как-нибудь минимально соответствовать тому, что вот мне показало перо. И из линеров по характеру штриха они не доходят, они не могут дойти до пера. Это вообще другая техника. Но плюс-минус мою технику могу переносить более удобно вот именно с винзоровскими. Я не знаю почему. У меня так не получилось со Стабила. Чуть лучше было с такой линер, как называется, Calligraphy Pen. Тоже классные, хорошие. Они такие со скошенным концом, очень твердое жало. И можно писать одновременно и тонко, и тут же чуть-чуть повернуть и получать очень толстую линию. Это хорошо. Calligraphy Pen, хороший линер.
но комплекс ощущений неформулируемый вот дают вот эти наиболее близкие по характеру штриха. То есть я свое понимание мира, свою картину мира, свою эстетику беру, напере реализую вот на 100%. Вот на этом процентов на 80. Все остальные линеры это процентов 60, нет, не 60, там 30-40 может быть. Но вот у этих свои плюсы, потому что они дают мне колористическую разбредовку, которая близка к тому, что делали художники-архитекторы итальянские. Потому что просто вот они дают мне три вот этих цвета. Это светло-коричневый, темно-коричневый и черный. А виндзоровские линеры дают мне только черный, да, только черный. Но вы видели в начале видео, черным тоже можно делать очень эффектные штуки. Очень эффектные, очень стильные. И когда я использую вот эти линеры, я предпочитаю, ну, блин, у них тоже есть большой недостаток. У них все в процессе работы, все эти надписи, они стираются. То есть я не вижу даже, какой это толщины линер, потому что я им много работал, и ушел логотип, ушла наименование толщины линера, все ушло, остался только голый пластик. Вот это они не молодцы в этом отношении. Вот это сколько ни затирай, ничего не уйдет. Тут я вижу. Это стабила, это 0,4. 0,4. Вот такой 0,4. Камера наводись. Вот. А вот это, скорее всего, это 0,8. Вот он такой. То есть в 2 раза более широкое жало. И, соответственно, штрих в 2 раза более широкий и более конкретный. И на самом деле так, я вот сейчас покажу, и вы сравните, как это все работает. Вот это нарисовано Виндзор и Ньютон, вот этим. И такие довольно интенсивные конкретные линии. Сейчас немножко у меня зеркалит камера. Сложно привыкнуть. И вот этот вот проект. Он довольно визуально богатый и смотрится круто на развороте. И вот он нарисован именно этими линерами. А если говорить про вот эти, то сейчас пойдем. Как раз актуальные работы. Вот такое сочетание штрихов. Светло-коричневый, которым я рисую. Вот он. Темно-коричневым, которым я делаю акценты. Вот он. И черным, который я добавляю чуть-чуть вот здесь, вот здесь. Вот он. Так работает это. И что же я выберу, если у меня будет просто вот возможность... Вот мне нужно сделать какой-то набросок, нужно сделать какую-то идею. И что я выберу? Вот эту выберу или вот эту выберу? На самом деле, скорее всего, выберу вот это главным образом вот сейчас пока по привычке. Потому что огромное количество работ за последние годы, оно было сделано вот этими линерами. Я очень-очень-очень к ним привык. Но вот в этих мне супер понравилось оттенок, потому что он коррелирует с идеей такого наброска сепий, а у меня все это, вся итальянская история и весь этот базик, которому я должен соответствовать как минимум. Потому что мне там еще очень учиться. И любой шаг в этом направлении для меня позитивен, потому что я учусь. Поэтому я собираю те моменты, которые есть в нынешнем оптимизированном мире. Вот эти вот все линеры, маркеры, вместо того, чтобы взять перо и фигачить по скулу. Но нет. Мне приходится оптимизировать. Ну и я буду оптимизировать. Потому что мир такой, жизнь такая, не мы такие, извините. Вот. Поэтому, скорее всего, если мне нужно будет выбирать между ними, я выберу вот это. И пойду в черно-белую стилистику. Но если у меня будет какой-то люфт, скорее всего, я сделаю так. Я из этого набора черный отложу. Из этого набора оставлю, наверное, самый черный, самый толстый. Они есть миллиметр, есть 0,8, 0,5, по-моему. Вот, я бы взял, я не знаю, какой это. Это, наверное, 0,8. Да, думаю, 0,8.
Я бы взял 0.8, вот этот, потому что он служит как набросочный. То есть я рисую без исправления, я рисую без карандаша, то есть сразу начисто. И поэтому вот эта вот штука мне хороша, потому что она дает первый набросок, а потом я его могу откорректировать. Так вот, это у меня как набросочная история, как карандаш, который я не использую. Я не использую ластик, не использую карандаш, но могу использовать более светлый тон. И, может быть, для вот этой вот истории с декором, куда у меня пропал, куда-то пропал, я использую коричневый. И потом, когда у меня все понятно, я чистовую штуку по вот этим тоненьким, деликатным историям проведу вот этим толстым линером винзоровским, с крутым штрихом, с крутым интенсивным цветом, черным цветом. Да. В общем, вот. Это такая манера, в которой вы видите большинство моих работ. Это моя школа скетчинга, который я преподаю. И это мой контекст итальянский, который я нарастил в проектной работе в итальянской студии, ну и по всему миру. Я делаю проекты, я думаю их в моем скетчбуке. Вот он, симпатяга, такой, Art Creation. Хотел Canson себе на самом деле, но вот сейчас Art Creation со мной, ну, в принципе, нормально. В принципе, нормально. Вообще к нему вопросов нету. Я раньше был фанат Кэнсона, но и Art Creation тоже, ну, ничем не хуже. Вот, в общем, сейчас смотрю, не вижу проблем, не вижу разницы. Только я хотел больше размер. Я хотел, это формата 4, я хотел размера 3. Наверное, я куплю размера 3 себе, потому что у него больше импрессия, он больше внушает, и, может быть, нерадивый какой-нибудь там прораб, который не смотрит чертежи, можно так пубух сделать. Наболело, просто наболело. Все прошлое лето, еще и осень, имел дело с людьми, которые не любят смотреть чертежи. Они типа знают все сами. Переделывай, страдай. Вот. Такая история. В общем, рекомендую. Вот это хорошая история и вот это хорошая история. Ну, кому что больше зайдет. А все вы это поймете, если вы будете практиковать. Практикуйте, все поймете, все получится. Не практикуете, ну, простите, чао-чао. В общем, вот. Если хотите научиться в таком стиле рисовать, как у меня, внизу в описании к видео ссылка на мои уроки на Бусти. Там ежемесячная подписка, и лучше подписываться на тариф 400. Информации там больше. Но и тариф 200 в месяц тоже, окей, лучше, намного лучше, чем без него. Не придется биться вам головой об стену, ища все это, сэкономите годы жизни. Если вам нужен вот этот вот стиль, мой итальянский. В общем, вот, подписывайтесь. Если денег нету, то welcome внизу в описании к видео эти, бесплатные плейлисты. Это моя благотворительная деятельность, образовательная. Там разбиты ландшафтный, архитектурный, скетчинг, путешествия, как рисовать растения, как рисовать домики, про перспективу, основы. Вот, дофигища всего. Используйте, изучайте. Вот, что еще? Что еще? Сейчас вспомню, немножко торможу. Вот. Ну, пишите комменты, что ли. Вы что используете? Какие линеры? И зачем? Вот есть два вот таких вот крутых. Остальные, я думаю, не особо нужно. Вот, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Меня зовут Эдуард Кичигин, и моя тема скетчинг и все вот эти вот штуки. Ну и проектирование, ландшафтное, архитектурное. Я преподаю в ВУЗе ландшафтную архитектуру. На кафедре ландшафтного проектирования в ВУЗе в Питере, в Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет. Вот. Всем чао-чао, пока. Хорошего дня.